ехали, ребят, на реку Западная Березина. И тут вот такое вот дело. Ну что, сразу заметно, что пришла весна. Вот такая вот лужа встретила нас на пути к реке Западная Березина. И, к сожалению, нам приходится сейчас разворачиваться. Воды в реке очень много. Я думаю, что та рыба того не стоит. Мы попытались пройти в сапогах. Сапоги, наверное, сантиметров под 40-45 уходят в воду. Ребят, эта дорога ведет к реке Неман. Посмотрите, какая красота у нас. Посмотрите, какие деревья. Посмотрите, какое солнышко. Посмотрите, вот теперь реально настоящая весна пришла. По ночам еще заморозки, довольно большой плюс днем, благодаря тому, что уже ярко светит солнце. Но ночью потихонечку все примораживает, поэтому все тает, можно так сказать, терпимо. Нету такой грязи. Вот. Единственное, что я не ожидала, что малая река будет так сильно затоплена. Вот такая вот дорога встречает. Ну, лишь я на Дастере такого не боюсь, честно говоря. До Дастера это так, мелочи. Вот если бы была на Пассате, да, сюда бы я бы уже, наверное, не поехала, не проехала. А на Дастике вообще без проблем. Молодой лес окружает. Вообще здесь нормальные грибные места, но очень часто бывают стоят значки с радиацией. Как видите, земля еще замерзшая. Это вот сейчас раннее утро, значит, ночью стоит здесь мороз. Это хорошо. Налим любит такую погоду. Ага. И дорога ведет, даже стоит чья-то машинка. Ребят, я здесь когда-то была какой-то зимой. Вот, уже не помню когда, но на старике на самом не ловила. Хотя мне на самом деле вот интересно посмотреть. И вот, как видите, в старике еще стоит лед. Я думаю, он уже не сильно прочный, но даже сидит один рыбачок. Не знаю, клюет у него или нет. Не будем подходить, не будем мешать. Вон там дальше у нас открытая река, мы поедем на нее. Рыжий, ты рад, что приехали? Ты рад? Ты рад? Ты рад? Ты рад? Ты рад? Да, приехали на рыбалку. Вот здесь вот находится зимовальная яма. Это старик. Здесь, видите, нормальная береговая линия, можно половить. Стоит даже 2 мотоцикла. Интересно, сидят ли здесь рыбаки? Сидят ли здесь рыбаки? Ага, у меня ощущение, что здесь, наверное, спиннингисты гуляют, скорее всего. Ребят, смотрите, какая красота, смотрите, какой берег. Нереально удобно для того, чтобы половить налима. А с обратной стороны находится зона заказника. И вообще туда заезжать типа нельзя на заказник. Дорога сопутствует. Единственное, что нужно для машины освобождать немножко путь. Опа. Сворачивать это все дело с дороги, чтобы машина могла проехать. Здесь река, а вон там, я не знаю, это старик или нет, но я думаю, что это просто затопленная часть, низинка такая, и там лед, прикиньте. Вообще давно я просто не прогуливалась. Смотрите, какое дерево красивое, поеденное короедом, конечно, но выглядит зато очень красиво. Прости, дерево, тебе плохо, а я лишь радуюсь твоей красоте. Встречает
Вот такое вот прекрасное место, где я смогу поставить одну палатку, вторую палатку. И, конечно же, от большой стены леса, которая сзади, меня защищает вот такая вот гора. Что очень важно, потому что сейчас уже проснулись все дикие животные. Давно, наверное, здесь никого не было, потому что нету дров. Когда-то здесь лежало, если я не ошибаюсь, вот тут вот позади большое дерево, которое можно было использовать в качестве дров. А вот здесь вот мыльница своеобразная. Кажется, здесь вот можно повесить даже полотенце. Вот здесь вот сзади кострище. Смотрите, камни. Вот. И здесь кострище. То есть кострищ несколько. Вот эти камни я смогу использовать потом в последующем на баню. В принципе, вот эти вот все опадыши можно использовать на костер. Можно подсобрать, почистить поляну. Вот это вот удобное пространство можно использовать как-то для снастей. Ну и естественно, что вот здесь вот можно половить непосредственно на закидушки. На фидер не знаю как. Мне кажется, что здесь лучше ловить на удочку. Да, неплохие места для ловли налима. Интересные, так сказать. Нету никаких закраин, поэтому свободно можно будет их пооткидывать. И, кстати, вот в этой траве может стоять щука. Я здесь когда-то поймала щуку, когда рыбачила на жерлице на закраинах. Это именно то место, где я ее поймала, и я знаю, что она здесь может быть. Судя по обстановке, 100% будут клещи, поэтому я обрабатываю такие легко доступные для них места бризом, антиклещом. Вот. И плюс, я думаю, что где-нибудь вот здесь у меня будет стоять моя палатка. И специально, чтобы возле нее не собирались эти паскудники, я чуть-чуть обрызгаю здесь территорию, понимаете? Как обычно, забит прицеп всякими причиндалами, аксессуарами. Но, естественно, здесь уже нету ледобура, саней, жерлиц. Поэтому стало немного, видите, свободней. Так, вот, ребят, разобрала свое удилище. Оно длиной у меня 5 метров. Это баллоночка. Ага, сейчас покажу вам, как ее соберу. Уже ветром куда-то туда занесло, понимаете? У меня скользящий поводок. Сперва я надеваю один стопорок, затем я надеваю поплавочек, и затем снова надеваю еще один стопорок. Несмотря на то, что вышло уже весеннее солнышко, на улице довольно-таки прохладно, поэтому я приоделась, надела комбинезончик свой финтрейловский, курточку, они легенькие и нисколько не стеснят мое движение, но я, по крайней мере, если что, не заболею. Так, есть разные теории по ловле рыбы на реке весной. Я знаю, что
Рыба может подходить на мелкие места для того, чтобы на них греться. А может быть, она где-то стоит на приямках. А может быть, она вообще двигается. И эти теории можно проверить. Сейчас вот это вот место под деревом я закормлю. Здесь довольно-таки глубоко. Здесь глубина 1,5, почти 2 метра. Потом там ниже есть еще одна точка. Там лежит поваленное дерево в воде. И там глубина где-то на метр меньше, чем здесь. Закормлю там. Плюс ко всему у меня есть с собой фидер. И я предполагаю, что сейчас можно попробовать поймать рыбу без прикормки. Как я когда-то видела, ловят ходовую рыбу, допустим, на той же самой Припяти. Для ловли на поплавок, для закорма. Немного корма. Черный лещ, холодная вода, РС. Кашу варю. Из наживки у меня будет опарыш, червь и мотыль. Два увлажнения прошла моя прикормочка. И сейчас я сюда добавлю немножко пшеной каши. Животного компонента у меня с собой нет, поэтому буду кормиться как-то вот так. На реку обычно прикормку делают более клейкой, нежели чем на простую воду без течения. Делаю 1 кормовой шар. Ну, таких кормовых шаров можно, наверное, сделать 5 на одну точку. И еще одна особенность закорма на реке в том заключается, что здесь есть течение, поэтому вам необходимо забрасывать вот эти закормочные шары, что я буду тоже делать, чуть-чуть до непосредственной точки ловли. Попробую сначала одеть одного опарика. Все-таки это река. Вот такого. Покажу вам сейчас свою уже солнечную поляну, которая оборудована. Это, конечно же, стоит моя палатка-баня. Здесь у меня афганский казан, на котором я буду вечером готовить кушать. Здесь можно будет развести костер. Здесь чехольчик, как видите, от удилищ. Висит сразу мусорный пакетик, который я собираю все то, что у меня накапливается. Здесь стоит полог, и пока на нем стоят закидушечки. Вот уже подготовлены тычки. Это вода, которая когда-то замерзла. Сейчас мы ее поставили на солнце для того, чтобы она отмерзла. И здесь у меня палатка. Палатка Lotus Cubazon 4 термокомпакт. Вот так она сегодня выглядит внутри. 2 раскладушки, естественно, печка, которая греется. Решили положить на печку 2 камня. Вот, для того, чтобы посмотреть, будет из-за этого лучше тепло сохраняться или нет. Потом вам расскажу, помог ли этот лайфхак или нет. Здесь за палаткой у меня стоят 2 термосумки. Здесь у меня еда. И здесь у меня тоже еда, которую потом буду готовить. И здесь сзади пустое пространство. 2 стульчика для того, чтобы можно было наслаждаться окружающей природой и, можно так сказать, миром. Здесь вот под деревом я закормила себе точку и поставила баллонское удилище. Ничего пока не клюет, даже не обсасывает. Чуть-чуть дальше проверяю там место, забрасываюсь на фидер. Уже ставила на червя, ставила на опарыша, ставила на мотыля. Ничего. Ставила без корма, сейчас решила уже забрасываться с кормом. Ну, а эта поляна выглядит вот так вот с обратной стороны. Как видите, только во второй половине дня, сейчас уже почти 3 часа, сюда вышло солнце. Так было здесь холодно. Изначально надела костюм с комбинезоном. Нам сейчас выглянуло сюда солнце и стало достаточно тепло. Я даже сняла 2-й флис, и теперь остановилась вот только в кофточке финтрейловской и в своем гольфе. Помню, когда-то ранней весной у меня, ну хотя это было позже, конечно, но а вдруг и сейчас может что-то клюнуть. На червя, на довольно-таки большой крючок, на который я ловлю налима, меня клюнула большая плотва. Плотва или подъязок?
тоже это было на реке Нюман. Поэтому, может быть, и есть смысл выставлять сейчас закидушки, но не на налима, а непосредственно на какую-то другую рыбу. Одевать червя и проверять, а вдруг, может быть, что-то клюнет. Может быть, какой-нибудь лещ клюнет, знаете. На этот раз я решила сварить вот такие перепелиные яички. Не знаю, почему захотелось, но вот захотелось. Ну что, пока ничего. Но уровень воды меньше и меньше. Это хорошо. Это хорошо. Скоро должен начаться клев. Скоро у нас начнется нерестовый запрет. В нерестовый запрет у нас можно ловить бель только на один крючок с одной снасти, только в светлое время суток. Раз. Два. Три. Да, и еще. Довольно интересное место. Здесь ручей. Сейчас мы попробуем в двух местах бросить. В любом случае места здесь не глубоко. Но нужно попробовать. Дело близится к вечеру, к закату. В одно и то же место все время он прибивает кормушечку, и все. Поводок длинный, уже пробовала и большой пучок мотыля, и вот попробовала большой пучок опарыша. Ничего не взяла.
Медленно, но верно время приближается к закату. Будем надеяться, что хотя бы какого-нибудь одного налимчика я увижу здесь. Тем более места здесь довольно-таки перспективные. Хотя, возможно, ясное небо, солнечная погода могут помешать. Так вот. Выкладываю очередным слоем картофель. Картофеля и овощей много не бывает. Казан большой, но обычно продукты выкладываются по вот эту вот черту, линию. И немножко вот картошечку можно посолить. Так. И вот так. Сверху я выкладываю 1, 2, 3 чесночок. Крышка накрывается и закрывается, естественно. Ух ты! Уху! Вот это вот место вообще реально нереальное. Смотрите, даже заморозки какие-то начинаются. Вон, я вижу, начинает кое-что блестеть. Сейчас посмотрим. Ничего не чувствую вообще. Даже сейчас. И все на местах на своих. Все на своих местах. Все, если уже не клюнуло, ребятки, за это время нужно менять место, искать его. Будем искать, значит, пройдем чуть-чуть дальше и забросим снасть чуть-чуть дальше. Есть, ребята! Есть! Налимява попался! Попался весенний налим, ребята! Смотрите, какой красавчик! Сейчас выключу свет, чтобы не пересвечивать его. Попался таки красавец на закидушку. Все правильно искала я тебя, да, дружище? Смотрите, какой красавчик весенний. Вот красота! Белорусский речной налим. Ну так. Не зря поехала я за тобой, дружище, да? Не зря. Вот такая вот рыба, ребят. Рыба, за которой я охочусь, можно так сказать, уже не первый год. Пытаюсь найти большую. Пока не нахожу, но я думаю, что когда-нибудь я своего добьюсь. И, конечно, отпускаю малыша. Хай. Идет, растет, развивается. Слушайте, как быстро уплыл. Нифига себе. Первый раз вижу, чтобы такие быстрые был он, а. Вон он, вон он, вон он. Красавец поплыл. Значит, червя снова одеваю как по книжке. Сабанеев советует. Это вот так. Стягиваю кусочек на леску. И опа, и сюда. Кстати, наконец-то начал быть слышен на реке бобер, как он грызет ветки, как он плавает, как он ныряет. Все оживает. Хотела бы обратить внимание, что сейчас специально там, где не было так сделано,
беру и действительно стягиваю червя прямо на леску. И получается такая вот штука, крючка вообще не видно. Ну, тут ничего вроде не чувствую такого. Ничего нема. Если уже ничего не взял, значит не возьмет. Очередная закидушечка из проверенных с одной стороны, только пока на одной был налимчик. Сейчас проверим. Нет, здесь ничего не чувствовала. Попробуем отнести снасть ближе к лагерю. Слушайте, я читала, что налим любит шум, ступы, костер. И, ребятушки, это первый проход закончен. После, можно так сказать, закидушка. Если не ошибаюсь, одну или две я оборвала. Так. И здесь ничего нет. За ночь погода прекрасная. У меня на улице горит костер. Баня нагрета практически до 80 градусов в очередной раз. Что могу сказать? Про утку в афганском казане. Значит, прошлая утка была в апельсиновом соусе. Эта утка в клюкве. Не берите утку в клюкве. Вообще просто не советую, потому что мне не понравилось от слова совсем. Это было совсем другое, никакого удовольствия от поедания сего продукта я не получила. Возможно, проблема в том, что утка была маленькой и в ней было мало жира. Я не знаю, та утка была больше. Короче, если выбираете утку, берите максимально большую, жирную. И если не хотите ее мариновать сами, то в апельсиновом соусе. Такие дела. В моем волшебном чемодане походном есть все, даже походные спички вечного горения. Но сейчас я нахожусь в поисках эфирного масла. И это будет чайное дерево, понимаете? Сейчас мы это чайное дерево побрызгаем на камни. У нас здесь немножко есть камней. У нас тут есть 2 камня. Фух, смешно. Не поняла. Ой, ребята, хорошо. Банька сейчас уже почти до 80 дошла. Ну, температура такая, могу сказать вам, тяжелая. Но зато на фоне того, когда был мороз, сейчас кажется, что на улице вообще лето и тепло. Ночью я сделала одну проверку закидушек до 12 часов ночи и одну после 5 часов ночи. После 5 часов ночи только пообъедала червя. До 12 один налимчик. Сейчас уже скоро рассвет. Дело близится за 7 часов утра. На улице потихонечку начинает светать. Как слышите, поют птички. Ночью когда? Уже весна. Ходят, бродят звери. Охотники стреляют. Как-то стремновато. Боберники наглый тут такой здоровый. Бил хвостом. Такое себя. Стрёмно, стрёмно. Но интересно. Здесь я точно ничего не чувствую. Вот. И уже закидушки заново не устанавливаю, потому что налим днем не клюет, а тем более в такую прекрасную, теплую и солнечную погоду, как сегодня. Уже ничего не ощущаю. Перезабросила я, ребят, все ближе к утру. Вторая нет. Ничего напало.
общем, я собралась вниз по течению пойти почилить, покидать спиннинг. Буду использовать для этого абсолютно разные приманки. У меня есть воблера, маленькие вот такие вот. У меня есть вертушечки, у меня есть колебалочки. Я пошла, ребята. А вдруг что-нибудь клюнет? Налим-то клюнул. Все-таки. Я его нашла? Нашла. Если ловить воблером, то ловить поверхностным. Почему? Потому что сейчас очень много какой-то травы на дне, мусора плывет. Чтобы не цепляться, я попробую вот такой воблер побросать. А в лесу, видите, еще все устелено прошлогодними старыми листьями, которые сейчас будут действовать как передной, естественно, удобрение. И все подходит, будет красиво. Я могу вам сказать, что мне не обязательно даже делать дальние. Есть такое течение, которое просто само уносит приманку вниз. Мне остается только отрегулировать, на какое расстояние. Потому что воблер поверхностно заглубляется только при проводке непосредственно. Сейчас я немножко его туда заведу. Подальше под какое-нибудь дальнее деревце. Очень хорошее расстояние, на котором могу контролировать. Смотрите, что-то маленькое гнездышко. Я приняла решение поменять поводок. У меня сейчас стоит М3 поводок. Я его обрезаю и ставлю 0,2 поводок. Флюорокарбоновый. Сейчас струя проходит прямо вот здесь вот у меня под берегом. Очень удобно оббрасывать такую территорию с микроколебалкой. И сейчас у меня стоит вот такая вот уже микроколебалочка серебристого цвета. Совсем маленькая. Сейчас проверим, как летит. Ну, такой. Не шибко далеко, но все идет. Сейчас бы как ударило бы что-нибудь, так я бы в обморок упала. Сразу бы обрыв получила. Когда ловишь на такие тонкие поводки, фрикцион очень важен. Хотя, ну вот бобер же какую-то рыбу, походу, жрет. А? Уже не первое место здесь. Чешуя. Кого-то жрет. В таких местах, где кажется, что может быть рыба, целесообразно сменить несколько приманок и пропить ими дно. Теперь я ставлю вертушку. Я пообрасывала самые перспективные места. Это трава, это быстрина, это приямки. Пообрасывала сегодня микроколеблом, вертушками микро и воблерами кренками. Ничего. Сегодня ловила вот своим спиннингом
One Sensoric Inspirada. Вот, слушайте, вот прикольная палочка. Хотелось бы его разловить какой-нибудь интересной рыбой. Я надеюсь, что в будущем, в этом году у меня это получится. Друзья, и, конечно же, моей поездке на рыбалку, естественно, сопутствует горячая банька. Сейчас попарюсь. И очередной выезд будет не зря сделан. Очередная рыбалка пройдет на кайфе, на позитиве. Такие вот дела. И вам тоже советую. О, нос уже не это щиплет. Да ладно. Ух, хорошо банька растопилась, ребятки. Надо пойти быстренько перезабросить фидерок. Смотрите как. Что, видали? Мотылята съедают что-то. Ребят, слушайте, я не знаю, может быть, я просто за зиму натренировалась или что. Но я стою сейчас на улице, наверное, вот в тени где-то. Ну, может, градусов 6 тепла. И мне не холодно, понимаете? Ну, я понимаю, что я после бани, но я уже полностью высохшая. А у меня такое ощущение, как будто бы тепло, наоборот, прибывает и прибывает и прибывает. Как будто бы я в натуре закалилась, натренировалась немножко. Сделала, короче, поводок, потому что уже который раз объела. Я думала, мне показалось. Не-а. Сейчас 100% значит объела, потому что было много мотыля, ребят. Вот такая вот рыбалка с ночевкой до налима весенняя получилась. Если вам нравятся такие видео, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и следите за обновлениями. Всем ни хвоста, ни чешуи. Пока!